Привет, меня зовут Сергей. Вот и прошли новогодние каникулы, и мы с вами вновь возвращаемся к работе. К работе над новыми браслетами, новыми фигурками и новыми брелками, сплетенными из резинок Rainbow Loom. И работать мы с вами над ними будем как можно чаще. И в этом видео мы с вами сплетем вот такой браслет, который называется тройной фиштейл, или по-русски тройной рыбий хвост. Это довольно распространенный браслет, многие его уже умеют плести, но в последнее время на моем канале в комментариях часто просили его сделать. И я, конечно же, обязан просто его сделать, потому что такой браслет, урок по плетению такого браслета, мне кажется, должен быть у каждого человека, который занимается созданием уроков по плетению из резинок. Потому что браслет очень плотный, очень классный. Можно сплести его из различных цветов резинок, и радужных, или два цвета просто чередовать. Он широкий и понравится, мне кажется, каждому и подойдет каждому. Ну что ж, поехали! Приготовьте ваш станок. Один его ряд можете снять, а можете не снимать. Сильно он мешать нам не будет, но для того, чтобы в уроке вы на него не отвлекались, я его все-таки снял. Плетение мы с вами будем осуществлять вот на этих двух оставшихся рядах. Расположите их таким образом, чтобы левый ряд был немножко ближе к вам по сравнению с правым рядом. И нам здесь понадобится всего лишь 6 столбиков. 3 столбика одного ряда и 3 столбика другого ряда. Основы расположите так, чтобы под этими 6 столбиками основы не было, потому что браслет у нас будет выходить вот туда вниз. И поэтому ему нужно место, основу здесь не ставьте. И приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать в процессе плетения. Я буду использовать белый цвет и чередовать желтый, голубой и синий. И теперь посмотрите, как эти цвета у меня будут сочетаться. Я покажу на примере другого браслета. Белый цвет у меня будет основным цветом. Он будет идти вот такой цепочкой с одного бока и с другого. А вот здесь будут чередоваться желтый, голубой и синий. Много цветов в уроке я не стал использовать, чтобы вас не запутать. Но вы можете, когда этот браслет будете делать, плести вот такие самые разнообразные, использовать цвета. Мы же будем использовать всего лишь 3. Итак, берем сначала первый цвет, который у нас будет вот здесь на всем протяжении браслета чередоваться. В моем случае это желтый цвет. Накидываем его на пару столбиков. При накидывании поворачиваем эту резинку восьмеркой. Теперь берем еще одну желтую резинку, накидываем чуть ниже на пару столбиков. И при накидывании тоже поворачиваем восьмеркой. И наконец берем третью желтую резинку и накидываем чуть ниже. Вот мы с вами накинули желтые резинки на те столбики, с которыми будем работать. После того, как мы накинули 3 резинки поперек, всегда после этого накидываем одну белую резинку вдоль. То есть вот отсюда и на все 3 столбика слева. Опускаем резинки вниз и теперь берем следующий цвет, в моем случае это голубой, и вновь накидываем поперек 3 резиночки. Но в этот раз уже нам не нужно перекручивать их восьмеркой. Раз, опять голубая идет, 2, и снова голубая, 3. И всегда, когда мы 3 поперек накидываем, после этого всегда накидываем белую вдоль. На все 3 столбика слева. Так, это мы уже 2 слоя сделали. И теперь нам нужно сделать еще один слой уже из синих резинок, которые мы тоже накидываем поперек. Раз, 2 и 3. И, как я уже говорил, всегда, когда 3 накинули поперек, после этого всегда накидываем слева белую вдоль на все 3 столбика. И на данный момент имеем вот такую ситуацию. Здесь у нас 3 белых резиночки вдоль накинуто.
и 3 слоя поперечных резинок разных цветов. Тех цветов, которые у нас будут чередоваться в этом браслете. Теперь делаем следующее. Начинаем плести. Захватываем самую нижнюю белую резинку с левой стороны. Вот она. Натягиваем ее немножко и скидываем с этих 3 столбиков к центру, чтобы эта резинка у нас располагалась между вот этих пар резинок, между пар столбиков. После этого, как скинули слева к центру белую резинку, на каждом из правых столбиков захватываем самую нижнюю резиночку. В моем случае это резинка желтого цвета. Я беру ее с дальнего столбика, скидываю к центру, беру ее с центрального столбика, скидываю к центру, и вот с первого столбика тоже натягиваю и скидываю к центру. Это была самая нижняя, 3-я желтая резинка. И с левой стороны нам тоже нужно эту желтую резинку, она у нас самая нижняя, скинуть. Но здесь нам нужно ее скинуть не с внешней стороны внутрь, а с внутренней. То есть мы заводим крючок внутри белых резинок, захватываем самую нижнюю желтую резинку с одного столбика и скидываем с него к центру. Теперь с этим столбиком разбираемся. Здесь тоже заводим крючок внутри белых резинок. Обратите внимание, не нужно заводить его внутри вот этих цветных, только внутри белых. Мы его заводим, захватываем самую нижнюю желтую резинку и скидываем ее к центру. Теперь с этим столбиком разбираемся. Здесь нам нужно не с внешней стороны, а именно с внутренней. Поэтому мы вот эти белые резиночки немножко натягиваем, захватываем изнутри желтую, натягиваем ее немножко и с внешней стороны скидываем к центру. И вот такая у нас получилась последовательность. Теперь опускаем резинки немножко вниз и вновь берем резинки того цвета, который у нас будет чередоваться. Здесь у нас, вы видите, есть голубой цвет, затем синий, а после синего у меня всегда идет желтый. И поэтому я накидываю на все 3 пары столбиков желтые резинки. На одну пару столбиков, на вторую и на 3-ю пару столбиков накидываю тоже желтую резинку. Всегда, когда мы накинули поперечные, после этого накидываем белую с левой стороны. На все 3 столбика одновременно. Вновь берем крючок и повторяем нашу последовательность. Первое. Снимаем самую нижнюю резинку белого цвета, вот эту, которая идет вдоль, с внешней стороны к центру. Второе. С правых столбиков захватываем самую нижнюю резиночку, в данном случае это голубая, и с внешней стороны скидываем ее к центру на одном столбике, на втором столбике и на 3-м столбике, самую нижнюю резинку. Далее с левых столбиков тоже захватываем самую нижнюю, но крючок заводим между белыми резинками. Завели, захватываем голубую снизу и снимаем с этого столбика, скидывая к центру. Здесь заводим между белых резинок, захватываем голубую, снимаем с этого столбика и скидываем к центру. И здесь тоже отводим вот эти резиночки белые, захватываем голубую, снимаем с этого столбика и скидываем к центру. Опускаем вниз и снова повторяем последовательность. После желтого цвета у меня идет голубой, поэтому я накидываю 1, 2 и 3-ю резинку поперек на пары столбиков. После этого накидываем всегда белую. И далее опять повторяем последовательность. Захватываем самую нижнюю белую, скидываем ее с внешней стороны к центру. После этого захватываем самую нижнюю с правых столбиков. В моем случае это резинка синего цвета, в самом низу находится. Снимаем ее с одного столбика, снимаем ее со второго столбика и снимаем ее с 3-го столбика. С левых столбиков тоже захватываем самую нижнюю синюю. Заводя крючок не с внешней стороны, обратите внимание, а между белых резинок.
Со второго столбика тоже захватываем синюю. Она находится в самом низу. И вот здесь синяя, тоже самая нижняя. Отодвигаем белые резинки. Захватываем синюю. И с внешней стороны скидываем к центру. Но захватили мы ее именно изнутри. Опять опускаем. И давайте еще последний разочек сделаем. После голубого цвета у нас идет синий. Накидываем синий поперек раз. Накидываем синий поперек 2. И накидываем синий поперек 3. Всегда после поперечных накидываем белую с левой стороны вдоль на все 3 столбика. Далее снимаем с внешней стороны белую резинку, самую нижнюю. Раз и 2. Вот со всех 3 столбиков скидываем ее к центру. Желтая у нас находится внизу на правых столбиках. Мы ее захватываем. И вот так с внешней стороны к центру скидываем эту желтую. И здесь тоже желтую захватываем, скидываем раз. Здесь скидываем 2. И вот здесь отводим белые резиночки. Захватываем желтую. Снимаем ее с этого столбика и скидываем к центру. Таким образом, повторяйте эту последовательность из раза в раз до тех пор, пока длина браслета не будет подходить ширине, толщине вашего запястья. И я это то же самое сделаю за кадром. Итак, нужная длина браслета у меня набрана. Давайте посмотрим на его внешний вид. Вот такой дизайн у него получился. По всей длине браслета у нас идет цепочка белых резинок с одной стороны и с другой стороны. А по всей длине этого браслета чередуются резинки желтого, голубого и синего цвета. И сейчас нам нужно посмотреть, как этот браслет заканчивать. У меня сейчас накинуты синие резиночки и, как обычно, накинута после этого белая. Здесь мы сейчас все делаем точно так же. Сначала снимаем белую, самую нижнюю, третью, затем желтые. Пошли самые нижние с правой стороны к центру. И с левой стороны тоже желтые скидываем к центру, захватывая их изнутри между двумя белыми резинками, заводя крючок. Готово. Теперь у нас на каждом столбике с правой стороны по 2 цветных резинки. И здесь еще 2 белых резинки. Верхнюю белую резинку нам нужно взять и просто снять с этих столбиков. Она нам не понадобится. Другую белую резинку, которая у нас осталась, мы с вами просто захватываем и с внешней стороны скидываем к центру, как это делали с самой нижней белой резинкой обычно в процессе плетения. Теперь на каждом столбике мы видим по 2 резиночки. Вторую, то есть самую нижнюю, мы с вами должны скинуть с каждого столбика с внешней стороны к центру. С правых столбиков и с левых столбиков тоже. Раз, 2 и 3. Теперь нам нужно резинки с правой стороны скинуть на столбики левой стороны. Давайте сделаем это. Здесь снимаем, сюда накидываем. С правой стороны снимаем, на левую сторону накидываем. С правой стороны снимаем и вот здесь на левую сторону накидываем. Немножко я натяну, чтобы было лучше видно. И сейчас нам понадобятся застежки. Я буду использовать застежки синего цвета. Они сюда подойдут как нельзя лучше. Берем одну застежечку и накидываем на пару резинок на одном столбике. Берем еще одну застежку, накидываем на следующую пару резинок на втором столбике. И, наконец, последняя пара резинок. Сюда мы тоже, конечно, накидываем застежечку. И теперь всю эту конструкцию мы снимаем со столбиков и вытаскиваем наш получившийся браслет. Можно его немножко вот так натянуть, чтобы он принял свою форму. И теперь нам нужно на другой стороне этого браслета найти желтые резинки, которые мы с вами в самом начале плетения накидывали 8-кой. Вот центральная пара. Здесь у нас с левой стороны пара и с правой стороны пара. Вы понимаете, что на эти резиночки нам нужно накинуть синие застежки. Вот центральную пару я взял.
центральную застежку сюда накидываю. Здесь у нас желтая тоже пара. Захватываем. Сюда накинем застежку, которая соответствует этой стороне. И здесь тоже последняя пара желтых резиночек. Мы их с вами захватываем и сюда тоже накидываем застежку. Все, готово. Давайте еще раз этот браслетик расправим, полюбуемся на него и подписываемся на мой канал. Ставим лайки и пишем в комментариях, понравился ли вам этот браслет или нет. Я надеюсь, урок был понятен и доступен для каждого. До новых встреч. Пока.